Всем привет! Сегодня я протестирую еще одну группу товаров с AliExpress. Это приспособления для уборки дома, которые облегчают жизнь хозяйкам. Ссылки будут внизу в описании под видео. Поехали! Это швабра для мытья не открывающихся окон со стороны улицы, благодаря которой не приходится высовываться из окна и рисковать своей жизнью. К ручке присоединяется дополнительный элемент, который позволяет управлять шваброй, оставаясь при этом внутри помещения. Моющая часть у нее плавающая и поворотная. Угол наклона регулируется вручную. Тряпка держится на липучках, у меня в комплекте их было 2 штуки. Несмотря на то, что на улице зима и холодно, я, конечно же, проверила ее в работе. Чтобы управлять этой шваброй, нужно привыкнуть и приноровиться. Поначалу было очень неудобно, но в процессе уже начинаешь понимать, как за нее ухватиться и куда развернуть. И с каждым разом становится все легче. Ручка здесь телескопическая, ее можно сделать длиннее раза в 3 и достать до самых труднодоступных мест. Но все-таки, чем короче эта ручка, тем легче ею управлять. Помыть окно только тряпкой без скребка достаточно просто, а вот сгонять воду, как обычно, оказалось сложнее. Для того, чтобы протереть оставшиеся местами разводы, в комплекте есть еще одна насадка и тряпочка, которая на нее наматывается. На самом деле можно намотать любую тряпку, которая у вас есть, и при необходимости сбрызнуть ее средством для мытья стекол. Для того, чтобы помыть стекла внутри помещения, дополнительная ручка снимается и получается самая обычная телескопическая швабра. Скребок можно развернуть. А для того, чтобы процесс шел быстрее, есть возможность мыть одновременно и тряпкой, и скребком, сразу же сгоняя воду. Но мне все-таки удобнее было это делать по очереди. Наткнувшись однажды на этот ёршик для унитаза, я даже представить себе не могла, что в них бывает что-то особенное. Отзывы меня заинтриговали, и я решила его испытать. Итак, его особенность в том, что сама щетка сделана из резины, и благодаря этому вода с нее стекает мгновенно. А в чаше есть отверстия для проветривания, благодаря которым оставшиеся капли быстро высыхают или стекают на дно. Конструкция продумана так, что ёршик с дном не соприкасается и всегда остается сухим. И вообще здесь все продумано до мелочей, сухо, чисто и гигиенично. Со своей задачей он вполне справляется. Я думаю, в этот раз вы мне поверите на слово, и мы обойдемся без демонстрации. Эти ёршики бывают в 2 вариантах – напольные и подвесные. Я выбрала подвесной, потому что сверлить стену не нужно, крепление просто приклеивается к плитке. Кстати, материал крепления очень похож на ленту-липучку, которую я показывала в предыдущем видео. Наверное, это она и есть. Все держится надежно, при необходимости чашу можно снять и разобрать. Подвесной вариант я выбрала для того, чтобы не поднимать его каждый раз, когда протираешь пол шваброй. А швабру я выбирала такую, чтобы система отжима находилась не в ведре, а на самой швабре. Так для нее можно использовать любое имеющееся в доме ведро. И она таким образом занимает очень мало места. Хранится она вертикально, благодаря чему хорошо просыхает, помещается в любой уголок и может стоять самостоятельно без опоры. Тряпочки крепятся на липучке, и дополнительно их нужно зацепить за вот эти держатели, чтобы они не слетали во время отжима. У меня в комплекте было еще 3 запасных тряпки. Отжимает эта швабра хорошо, но для ламината и паркета лучше отжать несколько раз подряд.
Система отжима отнимает пару сантиметров, и если нужно помыть под мебелью, где очень маленькое расстояние до пола, то этот нюанс нужно учесть. А под эту швабру я взяла такой же компактный таз, который можно сложить и поставить в небольшое пространство. В сложенном виде он занимает около 7 см в высоту, но это еще не предел, бывают тазики и потоньше. Эти две дополнительные детали служат для лучшей устойчивости и защиты от случайного складывания во время использования. Без них вода может пролиться на пол, а некоторые модели могут просто внезапно сложиться. В общем, таз компактный, удобный, но все-таки вызывает сомнение его долговечность, а именно долговечность вот этой резиновой вставки. Эта тряпка на ручке продается для мытья колес и дисков машины. Не знаю, как она справляется с колесами, потому что я ее приспособила для мытья старых чугунных батарей. Ее можно согнуть, и она пролезет туда, куда не достанет или не поместится рука с тряпкой. С ее помощью можно протереть пыль в труднодоступных местах, на шкафах, собрать паутину в узких щелях между мебелью и стеной. Вопросы о том, где купить губку с ручкой, лидировали под видео про порядок на кухне. Я их покупаю в обычном хозяйственном магазине, но заказала для пробы самые популярные на Алиэкспрессе варианты, которые доступны для всех в большинстве стран, и протестирую их вместе, чтобы вы могли решить, какая вам больше подойдет. Насадки снимаются и меняются и у одной, и у другой. Правда, здесь губка приклеена намертво, а здесь держится на липучке. К серой ручке дополнительно можно взять еще насадку в виде щетки. Обе ручки наполняются обычным густым, неразбавленным моющим средством. И здесь между ними принципиальная разница. В одной средство выходит постепенно, самотеком, поэтому оставлять ее надолго губкой вниз нельзя. Хранить ее лучше в подставке, чтобы избежать протекания. У серой губки все по-другому. Здесь нужно выдавливать средство порциями, по необходимости нажимая на резиновую кнопку. И можно сразу же приступать к мытью, не дожидаясь, пока средство пропитает губку. Но это уже такие мелочи. В целом, свое основное задание по спасению женских ноготков обе губки выполняют. И еще небольшой лайфхак. Для того, чтобы не покупать постоянно сменные насадки, я отрываю ту губку, что уже себя изжила, беру самую обычную мочалочку небольшого размера и приклеиваю ее горячим клеем. Теперь посмотрим широко рекламируемую насадку на пылесос для труднодоступных мест. Ее позиционируют как универсальную, и на всякий случай к ней можно купить переходник. Я взяла с переходником и правильно сделала, потому что он мне пригодился. И, честно говоря, не такая уже эта насадка и универсальная. Без переходника она слишком большая, а с переходником я ее еле-еле с трудом и не до конца натянула на трубу своего старенького Samsung. Но в целом пользоваться возможно. Она состоит из множества гибких пластиковых трубочек, которые пробираются в труднодоступные узкие места, например, в те же батареи, вентиляционные решетки. Пылесос нужно включать на максимальную мощность, потому что по одной трубочки работают слабенько. Можно также пропылесосить пыльные конструкторы, которые долго стояли на открытых полках. Эта насадка лучше всего подойдет для сбора именно пыли, потому что крошки и мелкий мусор могут застревать в этих трубочках. Мы ее брали для чистки компьютера,
И здесь она оказалась просто незаменимой. Муж очень доволен. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Спасибо вам за внимание. Пока!